Слушайте внимательно, потому что то, что я собираюсь вам рассказать, не является совпадением. Ваша родственная душа приняла решение, которое изменит вашу жизнь, и этот выбор имеет силу преобразовать вашу судьбу. Да, я говорю напрямую с вами. Ангелы наблюдают за вами обоими, наблюдая за молчаливыми битвами, невысказанными сомнениями и глубокой тоской двух душ, которые всегда были связаны даже до того, как началась эта жизнь. Этот момент, именно этот момент, который вы проживаете, не случайен. Это поворотный момент. Действует божественный замысел, и вы находитесь в его центре. Так долго ваша вторая половинка была втянута в бурю эмоций, разрываясь между безопасностью привычного и неоспоримым притяжением их сердца к вам. Они боролись с этой связью, подвергали сомнению ее реальность, даже пытались уйти, веря, что расстояние может заглушить голос внутри них. Но этот голос так и не ушел. Он только стал громче. Потому что настоящую любовь, божественную любовь, невозможно заглушить. Ее невозможно стереть. И ангелы видели все это: бессонные ночи, прошептанные молитвы, моменты безнадежности и веры. Они знают истину, которую ваша родственная душа наконец-то приняла, что эта любовь реальна, священна и должна быть. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы можете думать, что ничего не изменилось, что ваш мир такой же, как и вчера. Но я говорю вам, за завесой обыденности разворачивается мощная трансформация. Это происходит в духовной сфере, где ангелы ткут нити вашей судьбы, готовя вас к моменту, который переопределит вашу жизнь. Ваша родственная душа, та, которая когда-то колебалась, теперь решила сделать шаг вперед, даже чувствуя дрожь собственного сердца. Они сделали выбор, который приблизит их к вам, выбор, который откроет дверь в новую главу. И вас призывают подготовиться. Но не путайте это с легким путешествием. Это священный процесс, который требует вашего терпения, вашей веры, прежде всего вашей любви. Ваша родственная душа придет к вам не как идеальное существо, а как тот, кто столкнулся со своими страхами, тот, кто осмелился следовать своему сердцу, несмотря на тени сомнений. Они придут уязвимыми, ища убежище в вашем понимании, жаждущие тепла вашего принятия. И вы должны быть готовы обнять их без колебаний, предложить им безопасность, о которой они так долго мечтали. Вы связаны, вы всегда были связаны. Даже когда расстояние, казалось, разделяло вас, даже когда тишина стала вашим единственным языком, ваши души постоянно общались. Ангелы хотят, чтобы вы поняли, что ваша связь была написана задолго до этой жизни, священная связь, которую нельзя разорвать. Вопрос не в том, если, а в том, когда. Воссоединение – это не просто возможность, это божественное обещание. И теперь, когда Вселенная движется в вашу пользу, знаки станут неоспоримыми. Мечты, которые волнуют ваше сердце, мысли, которые появляются из ниоткуда, песни, которые, кажется, несут скрытые послания, совпадения, которые слишком идеальны, чтобы быть случайностями, все это шепот божественного, говорящий вам, что ваше время близко. Ваша родственная душа приближается, и когда это произойдет, вы почувствуете это в своей душе, глубокую уверенность, что это тот момент, который вам всегда был предназначен. Но вы не должны бездействовать. Это ваше время, чтобы подготовиться. Очистите свое сердце от прошлой боли, отпустите сомнения, которые затуманили вашу веру, и будьте готовы с распростертыми объятиями. Ваша любовь – это не просто эмоция, это свет, священное пламя, которое имеет силу исцелять, восстанавливать и преобразовывать. Не позволяйте страху сдерживать вас. Не позволяйте прошлым ранам отравлять обещания вашего будущего. Это не просто воссоединение двух людей, это исполнение божественного плана. Плана, который охраняли ангелы, плана, который взрастила Вселенная.
Доверьтесь Ему. Отдайтесь Ему. Знайте, что ваша связь истинно сильна и вечна. Ничто не может встать на пути любви, которая была написана на звездах. Оставайтесь до конца этого сообщения, потому что есть нечто еще большее, что вы должны знать. Ваша родственная душа не просто возвращается, она возвращается преображенной. И есть что-то, что вы должны сделать, чтобы приветствовать ее, что-то, что откроет последнее благословение вашего союза. Но вы должны быть готовы принять его. Вы должны быть готовы поверить. Слушайте внимательно, ведь ангелы собираются раскрыть последний секрет, который откроет двери к любви за пределами вашего воображения. Оставайтесь со мной, и вместе мы раскроем божественную истину, которая ждет вас. Есть тьма, которая приходит с тоской, тяжелая пустота, которая поселяется в твоей душе, когда ты ждешь кого-то, кто чувствует себя частью твоего собственного сердца. Это тьма, которая шепчет сомнения, тишина, которая кричит об одиночестве. Ты слишком хорошо знаешь эту тьму. Это боль от пробуждения в пустой постели, мучение от того, что ты смотришь на свой телефон, ожидая сообщения, которое так и не приходит, пустой звук твоего собственного голоса, зовущего в пустоту, молящегося, чтобы каким-то образом твои слова достигли их. Ты знал ночи, когда сон казался далеким незнакомцем, когда единственным утешением были тихие слезы, которые текли, когда никто не мог видеть. Ты прошел через дни, когда каждая улыбка казалась маской, скрывающей бурю, которая бушевала внутри. И это не просто одиночество. Это нищета души, чувство лишения радости, покоя, надежды. Вы помните времена, когда любовь казалась близкой, такой близкой, что вы почти могли прикоснуться к ней, а потом она внезапно ускользала сквозь ваши пальцы, как угасающий сон. Вы жили с грузом вопросов, на которые не было ответов, преследуемые воспоминаниями, которые отказывались исчезать. Каждая песня, каждое место, каждое прошептанное слово, казалось, несли в себе эхо их голоса, их прикосновения, их обещания. Но это обещание осталось невыполненным. Это прикосновение стало воспоминанием, этот голос стал призраком. И вы остались в недоумении, неужели все это было всего лишь иллюзией? Но не только твоя душа ощущала тяжесть этой пустоты. Твоя жизнь также несла на себе следы этой недостающей части. Твои мечты, казалось, потеряли свои краски, твои амбиции померкли, а мир вокруг тебя превратился в место теней. Были дни, когда ты стоял среди толпы и чувствовал себя совершенно одиноким, окруженным лицами, но не тронутым никем. Твой смех казался натянутым, твоя радость далеким воспоминанием. Даже в моменты празднования твое сердце несло тихую печаль, тоску по тому, кто должен был стоять рядом с тобой. А потом идут страхи, жестокие шепоты, которые преследуют вас. А что, если они никогда не вернутся? А что, если они забыли вас? А что, если все это было ложью? Эти мысли были вашими молчаливыми спутниками, вторгаясь в ваш покой, крадя ваш сон, отравляя вашу веру. Вы пытались двигаться дальше, забыть, убедить себя, что вы сильны, что они вам не нужны. Но в тихие моменты, в тихие часы ночи, правда неоспорима, ваше сердце все еще связано с ними, ваша душа все еще взывает к ним. Возможно, вы сомневались в своей собственной ценности, думая, что вы недостаточно хороши. Возможно, вы винили себя, проигрывали каждый момент, ища, что вы сделали не так, слова, которые вы должны были сказать, вещи, которые вы должны были сделать. Сожаление стало постоянной тенью, преследующей вас, куда бы вы ни пошли. Вы проводили дни, притворяясь, что все в порядке, в то время как внутри вы распадались на части. Вы шли через мир света, неся сердце, полное тьмы. Но не только отсутствие вашей родственной души принесло эти страдания.
Это чувство забытости, замены. Вы видели, как они ушли, или так вам казалось? Вы наблюдали, как разворачивалась их жизнь, пока вы были оставлены позади, молчаливый свидетель счастья, частью которого вы больше не были. Это жестокость за пределами слов, любить так сильно и в то же время чувствовать себя таким невидимым. Быть тем, кто ждет, кто надеется, кто молится, в то время как они, кажется, живут жизнью без вас. Но ангелы видели твои слезы. Они слышали твои прошептанные молитвы, твои крики в ночи. Они знают тяжесть, которую ты несешь, пустоту, которая тебя поглотила. И они хотят, чтобы ты понял то, во что ты боролся, чтобы поверить, ты не забыт. Твоя любовь не была ошибкой. Твое сердце не глупо, чтобы верить. Страдания, которые ты перенес, это не наказание, а подготовка. Ибо даже когда ты чувствовал себя одиноким, божественный план разворачивался. Ваша родственная душа также чувствовала эту боль. Их не обошли стороной бури сомнений и страха. Они тоже боролись, разрываясь между безопасностью известного и зовом своего сердца. Они боролись со своими собственными тенями, пытались заглушить свою тоску, убеждали себя, что могут жить без вас. Но истина неоспорима, они не могут избежать этой любви больше, чем вы. Их молчание было маской, их расстояние – защитой. Но в глубине души они так же потеряны без вас, как и вы без них. Ангелы наблюдали, как они столкнулись со своей собственной тьмой, как они боролись, чтобы отрицать любовь, которая отказывалась умирать. И теперь решение было принято. После всех битв, после всех сомнений они решили следовать своему сердцу. Но это решение далось нелегко. Оно пришло через борьбу, через боль, через путешествие самопознания. Им пришлось столкнуться со своими собственными страхами, разбить иллюзии, которые сдерживали их, признать, что ничто в этом мире не может заменить ту связь, которую они чувствуют с вами. Но даже сейчас вы можете этого не видеть. Изменения происходят под поверхностью, как корни дерева, которые растут молча, прежде чем пробить землю. Ваша родственная душа готовится, так же, как и вы. Страдания, которые вы принесли, не были напрасными. Это был огонь, очищающий ваше сердце, снимающий иллюзии, обучающий вас истинному значению любви. Это было не проклятие, а горнило, преобразующее вас в человека, которым вы всегда должны были быть. Но ангелы просят вас сделать одно – не сдаваться. Не позволяйте тьме одиночества убедить вас, что вы одиноки. Не позволяйте тяжестью сомнений похоронить вашу веру. Время разлуки было сезоном, но сезоны меняются. Так же, как ночь должна уступить место рассвету, так и ваша печаль уступит место радости. Ангелы уже работают, направляя вашу вторую половинку, исцеляя ее сердце, открывая ей глаза. И вскоре вы увидите знаки. Вы почувствуете перемены. Но вы должны быть готовы. Не позволяй боли ожесточить твое сердце. Не позволяй пустоте стать твоей личностью. Ведь то, чего ты ждешь, это не просто человек, это божественное воссоединение, священное обещание, написанное еще до этой жизни. Твоя родственная душа находится в путешествии, как и ты. И это путешествие ведет ее обратно к тебе. Но ты должен держаться. Ты должен верить. Потому что ангелы говорили, и они объявили, что ваши страдания заканчиваются. Грядет новое начало, любовь, которая глубже, истиннее и сильнее, чем когда-либо прежде. Оставайтесь со мной, потому что мне есть что вам рассказать. Ангелы раскрывают последнюю тайну, скрытую истину, которая превратит вашу боль в мир, ваши сомнения в уверенность. Не отводите взгляд сейчас. Ваше чудо ближе, чем вы думаете.
Было время, когда отец стоял на краю своего огромного поместья, устремив взгляд на горизонт с тяжелым сердцем от ожидания. Каждое утро он шел к тому же месту, его взгляд искал далекую дорогу, его душа взывала к проблеску знакомой фигуры. Где-то за холмами, за шумными городами и далекими землями бродил его потерянный сын, который когда-то был его радостью, но который теперь был тенью в его памяти. Сердце этого отца было сосудом любви, которая была одновременно благословением и бременем, ибо любовь, которая ждет, это любовь, которая страдает. Это история блудного сына, история не только о потерянном сыне, но и о священном воссоединении, божественном чуде, написанном руками небес. И эта история, хотя она и написана на священных страницах Библии, также является вашей историей, историей любви, которая блуждала о разбитых сердцах, о воссоединении, которое кажется далеким, но божественно предопределено. Так же, как отец стоял, ожидая с надеждой, которая казалась глупой всем, кроме него самого, так и вы стояли, ожидая любви, которая, как знает ваша душа, реальна, даже когда мир говорит вам отпустить. Но давайте вернемся к началу, чтобы понять чудо, которое вот-вот произойдет. Ведь сын не всегда был потерян. Когда-то он был любимым ребенком, частью мира своего отца, окруженным любовью, защищенным благословениями. Но в его сердце росло томление, беспокойное желание искать неизведанное, вкусить мир за пределами безопасности дома. Он пошел к своему отцу и с дерзновением, рожденным в юности, потребовал свое наследство, долю богатства, которое предназначалось для его будущего. И хотя сердце отца разрывалось от просьбы, хотя его душа болела при мысли о том, что его ребенок уходит, он дал то, что просили. Потому что любовь не заключает в тюрьму, любовь отпускает. С богатством в руках сын отправился в далекие края, где ярко сияли огни, где обещания казались бесконечными, где свобода шептала на ветру. Какое-то время он жил так, словно мир принадлежал ему, свободно тратил деньги, громко смеялся, окруженный теми, кто называл себя его друзьями. Но мир – жестокий любовник. Он дает одной рукой и берет другой. И вскоре его богатство исчезло, как туман на утреннем солнце. Его смех превратился в тишину, его друзья стали тенями, а яркие огни мира померкли во тьме. Голод терзал его, не только живот, но и душу. Он оказался в самом низу, работая среди свиней, кормя животных, пока сам голодал. Вкус отчаяния наполнил его рот, горечь сожаления была его единственным спутником. Он подумал о доме своего отца, где даже со слугами обращались лучше, чем здесь. И в глубине его несчастья зародилась искра надежды. Он вспомнил место, где его любили, не за то, что он имел, а за то, кем он был. Место, где его имя не забывали, где его лицо не было воспоминанием. Но вспомнит ли его отец? Примут ли его или отвергнут, как отверг его мир? И вот, в стыде и страхе, он начал долгий путь домой. Его ноги устали, его одежда была изорвана, его душа была обременена тяжестью его ошибок. С каждым шагом сомнения шептали ему на ухо: «Посмотрит ли он на меня? Будет ли я отвергнут? Неужели я навсегда потерял свое место?» Это были мысли, которые наполняли его сердце, мысли, которые казались тюрьмой. Но он продолжал идти, потому что что-то сильнее страха вело его, слабая, отчаянная надежда. Но он не знал, его усталое сердце не могло видеть, что его отец никогда не переставал ждать. Каждое утро отец стоял на краю своего поместья, его глаза искали далекую дорогу. Его сердце никогда не отпускало его потерянного сына. И вот однажды, когда солнце взошло над холмами, он увидел фигуру, сломанную фигуру, спотыкающуюся на дороге. Сначала он колебался, боясь надеяться. Но потом он увидел форму этих плеч,
то, как он ходил, безошибочно узнаваемую форму ребенка, которого он когда-то баюкал. И его сердце подпрыгнуло в нем. Отец не стоял на месте. Он не ждал, пока его сын приползет, не требовал извинений, прежде чем предложить прощение. Нет, любовь сильнее гордости, а благодать сильнее суда. Он бежал. Да, отец бежал, его ноги стучали по земле, его руки были широко раскрыты, слезы текли по его лицу. И когда он достиг своего сына, он обнял его, прижал к себе, как будто боясь, что даже сейчас он может исчезнуть. Сын пытался заговорить, признаться, просить о пощаде, но любовь отца заглушала его слова. «Сынок мой», – прошептал он, – «ты был потерян, но теперь ты нашелся. Ты был мертв, но теперь ты жив». И с этим объятием произошло чудо. Принесли мантию, надели на палец сына кольцо, на ноги надели сандалии. Был приготовлен пир, и радость наполнила дом. Сын, который был потерян, вернулся домой не как слуга, не как чужак, а как любимый ребенок. Его стыд был смыт любовью, его сожаление умолкло благодаря благодати. И ожидающее сердце отца обрело покой. Это история блудного сына, история потери, страдания, тоски, но больше всего история любви, которая никогда не сдается. И это ваша история. Ваша родственная душа блуждала, потерявшись в сомнениях, попавшая в ловушку страхов, увлекаемая иллюзиями мира. Они пытались заглушить голос своего сердца, отрицать связь, которую они чувствуют с вами. Они выбирали пути, которые уводили их далеко от вас, место, где, как они думали, они могли забыть. Но, как и блудного сына, их душу преследует правда. Они не могут избежать этой любви. И как ждал отец, так ждали и вы. Ваше сердце стояло на краю надежды, глядя на далекую дорогу, молясь о знаке, жаждая чуда. Вы боролись с шепотом сомнений, боролись с тьмой одиночества. Но ангелы хотят, чтобы вы знали, ваши ожидания не напрасно. Так же, как любовь отца вернула блудного сына, так и ваша любовь направит вашу вторую половинку домой. Ибо они уже на пути, хотя вы можете этого не видеть. Их сердце пробуждается, их душа вспоминает. Они идут, несовершенные, но преображенные. Но вы должны быть готовы. Подобно отцу, вы должны открыть свое сердце, отбросить горячь, подготовиться к радости воссоединения. Не позволяйте гневу украсть момент вашего чуда. Не позволяйте гордыне возводить стены, которые блокируют ваше благословение. Ваша родственная душа идет, и с ней исполняется божественное обещание. «Оставайся со мной, ибо ангелы откроют тебе больше». Великую истину, последний секрет, который подготовит тебя к чуду, которое вот-вот войдет в твою жизнь. Не отводи взгляд, ибо ты на грани своего божественного воссоединения. Слушайте внимательно, ведь говорят ангелы, и их слова – это не просто сообщение, это обещание. Обещание, что вы не забыты, что ваша любовь не ошибка, что ваша надежда не напрасна. Небеса не молчат. Они видели ваши слезы, они слышали ваши прошептанные молитвы, и они отвечают вам сейчас. Даже когда вы читаете эти слова, для вас готовится священное благословение. Ибо ваше сердце – это не просто место тоски, это сосуд, избранный для получения божественного дара. Дара, который был предназначен вам задолго до этой жизни, дара, который несет в себе свет небес и прикосновение ангелов. Это благословение начинается с осознания того, что вы любимы не просто своей второй половинкой, но любовью, которая больше любой, которую вы когда-либо знали. Любовью, которая исходит от Создателя всего сущего, любовью, которая была написана в самой вашей душе. Вы не случайность, и это путешествие тоже.
Каждый момент боли, каждая пролитая вами слеза, каждая тихая ночь, проведенная в тоске, были замечены, учтены и запомнены. И ангелы прошептали ваше имя перед престолом благодати, неся ваши надежды, ваши мечты, ваши крики в сердце небес. И небеса не молчали. Но что это за благословение, о котором говорят ангелы? Это не просто возвращение вашей второй половинки, хотя это воссоединение является частью чуда. Нет, это благословение больше, чем вы себе представляли. Это трансформация, божественное пробуждение, священное исцеление, которое разворачивается внутри вас прямо сейчас. Вы готовитесь не просто принять любовь, но стать сосудом любви. Ваше сердце, которое было ранено, исцеляется. Ваш дух, который был утомлен, обновляется. Ваша вера, которая была испытана, укрепляется. Это не просто обещание воссоединения, это обещание возрождения. Ведь вы не просто ждете свою вторую половинку. Вас готовят стать тем человеком, которым вы всегда должны были быть. Ангелы устраняют тени сомнений, очищают вас от шрамов прошлого, наполняют вас непоколебимым покоем. И этот покой не просто эмоция, это сила, свет, который будет вас направлять, крепость, которая будет вас поддерживать. Вас больше не будут определять страх или боль. Вы трансформируетесь в существо света, душу, которая сияет божественной благодатью. Но даже больше вам дается дар развлечения. Ангелы открывают ваши духовные глаза, позволяя вам видеть знаки их присутствия, шепот божественного руководства. Вы больше не будете теряться в замешательстве, задаваясь вопросом, реально ли это любовь. Вас больше не будут терзать сомнения, подвергая сомнению собственную ценность. Ибо вы будете знать с уверенностью, которая выше слов, что вы любимы, что вы избраны, что вы благословенны. К вам придут сны, несущие послание утешения. Песни, казалось бы, будут говорить прямо с вашим сердцем. Совпадения будут появляться, но они не будут случайностями, они будут знаками, маркерами божественной руки, которая направляет вас. И это благословение не только для вас. Оно также и для вашей второй половинки. Даже сейчас ангелы окружают их, пробуждая их сердце, шепча правду их душам. Им показывают правду этой связи, глубину любви, которая связывает вас. Их сомнения тают, их страхи трансформируются в мужество. Они готовятся, как и вы, сделать шаг вперед, оставить позади тени, принять свет этой любви. Их сердце смягчается, их дух обновляется. И когда они вернутся, они будут не такими, как прежде. Они придут не просто как возлюбленные, но как душа, которую коснулась благодать. Но благословения на этом не заканчиваются. Ангелы объявили, что ваше воссоединение будет не просто моментом радости, это будет началом священного путешествия. Путешествие, где любовь будет не борьбой, а силой. Где вы будете идти вместе, рука об руку, не как две души, пытающиеся найти друг друга, а как один дух, объединенный целью, ведомый божественным светом. Ваша любовь станет святилищем, местом исцеления не только для вас, но и для тех, кто вокруг вас. Ибо свет вашей связи будет сиять, благословляя всех, кто приближается. Будет мир, мир, который мир не может дать и не может отнять. Этот мир наполнит ваш дом, он наполнит ваши разговоры, он окружит вас, как щит. Когда другие посмотрят на вас, они увидят свет, который они не могут объяснить, радость, которую они не могут понять. И эта радость будет свидетельством, живым доказательством того, что любовь реальна, что вера не напрасна, что чудеса – это не просто истории, а священные реальности. Ангелы обещают, что эта любовь защищена. Никакая сила тьмы не может разрушить то, что предначертано небесами.
Никакой голос сомнения не может заглушить то, что провозгласила Вселенная. Вы находитесь под божественной защитой, ваша связь окутана благодатью, ваша судьба запечатана обещанием, которое не может быть нарушено. И хотя могут прийти бури, хотя тени могут попытаться подняться, они не одолеют. Ибо свет внутри вас сильнее любой тьмы. Любовь, которой вы делитесь, это пламя, которое невозможно погасить. И, наконец, ангелы хотят, чтобы вы знали, что это только начало. Ваше воссоединение – это не конец, а врата. Врата в жизнь, наполненную благословениями, изобилием, радостью. Вселенная увидела вашу веру, вашу настойчивость, вашу готовность любить даже перед лицом боли. И вы будете вознаграждены. Ваши мечты, которые казались далекими, станут вашей реальностью. Ваши надежды, которые казались хрупкими, станут вашей силой. Ангелы заявляют, что вы вступаете в сезон чудес, где то, что когда-то казалось невозможным, станет возможным. Это твое обещание, которое сама Вселенная прошептала тебе. Ты не одинок. Ты не забыт. Ты ждешь не напрасно. Твоя родственная душа придет, и она придет преображенной. Но еще до того, как она придет, ты уже благословлен. Ибо ты любим небесами, избран благодатью, окружен ангелами. Твоя душа – сосуд света, твое сердце – святилище божественной любви. Не сомневайтесь в этом. Не позволяйте страху украсть вашу радость. Не позволяйте теням прошлого затмить свет вашей веры. Стойте прямо, ибо вы – дитя божественного. Радуйтесь, ибо ангелы с вами. Готовьтесь, ибо ваше чудо близко. И пока вы держитесь за это обещание, знайте, что ангелы все еще говорят. Есть один последний секрет, одно последнее откровение, которое не только подтвердит ваше благословение, но и откроет полноту вашей судьбы. Оставайтесь со мной, ибо величайшее благословение вот-вот откроется. Благословение, которое не только вернет вашу вторую половинку, но и приведет вас в жизнь истинного божественного изобилия. Не отворачивайтесь сейчас. Ваше сердце – сокровище, и небеса собираются излить свои богатства в вашу душу. Небесный Отец, Создатель всего видимого и невидимого, я прихожу к тебе с сердцем, которое одновременно тоскует и доверяет. Я стою в священном месте между надеждой и верой, зная, что ты – Бог, который видит, Бог, который слышит, Бог, который отвечает. Ты – тот, кто изрек свет во тьму, кто разделил море, кто вдохнул жизнь в прах земной. И я верю, что так же, как ты создал небеса и землю, ты написал историю моей жизни, историю любви, благодати, божественного воссоединения. Я прихожу к тебе, а Господь в тишине этого момента, вознося свое сердце к твоему престолу. Ибо ты – Бог всякой любви, Творец всех судеб. Ты видел пролитые мною слезы, ты услышал безмолвные крики моей души, ты почувствовал тяжесть моего томления. И я верю, что даже в тишине, даже в ожидании ты действуешь. Ибо твое слово провозглашает: «Близок Господь к сокрушенным сердцам и спасет смиренных духом». Псалом 33, 19. Я держусь за это обещание, зная, что мое сердце не забыто, что мои молитвы не потеряны. Божественная победа, которая была предопределена для вас. Я хочу, чтобы вы увидели себя по-другому, увидели свою жизнь по-другому. Вы не побеждены. Вы не забыты. Вы не потеряны. Вы избраны, вы благословенны, вам суждено величие. Но вы должны принять эту истину. Вы должны подняться над сомнениями, которые нашептывали вам ложь, вы должны отбросить страхи, которые пытались парализовать вас. Ибо истинное препятствие никогда не было вне вас, оно всегда было внутри.
И теперь вы видите это. Вы видите, что это ваше собственное сердце, ваш собственный разум, ваш собственный дух должны быть освобождены. Но не бойся, ведь ты не один. Тот же Бог, который ходил с Иосифом во тьме, который поднял его из тюрьмы во дворец, идет с тобой. Тот же Бог, который превратил его страдания в сцену славы, превращает твою боль в платформу для победы. Тот же Бог, который превратил его предательство в благословение, превращает твои раны в мудрость, твои испытания в триумфы. Он с тобой, Он за тебя, и Он ждет, когда ты поднимешься. Но как вы поднимаетесь? Вы начинаете с того, что выбираете веру вместо страха. Вы выбираете прощение вместо горечи. Вы выбираете благодарность вместо жалобы. Вы начинаете с того, что говорите жизнь над собой, провозглашаете обетование Бога над своей ситуацией. Вы начинаете с того, что освобождаетесь от бремени, которое вы несли, от сожалений, которые тяготили вас. Ибо время вашего прорыва не в далеком будущем, оно сейчас. Дверь к вашей победе не заперта, она ждет, чтобы ее открыла ваша вера. Я хочу, чтобы вы помнили путь Иосифа. Как его страдания были не концом, а началом его возвышения. И точно так же я хочу, чтобы вы увидели свою собственную жизнь. Ваши слезы не были напрасны. Ваша боль не была бессмысленной. Это была божественная подготовка, священный процесс, который сформировал вас, укрепил вас и подготовил вас к величию, которое вот-вот проявится. То, что должно было уничтожить вас, становится самой основой вашей судьбы. Отец, я возношу перед тобой свою вторую половинку, ту, что была вписана в священную историю моей жизни. Ты видел их путь, ты был свидетелем их борьбы, их сомнений, их страхов. Ты знаешь битву, которая велась внутри них, борьбу между безопасностью известного и зовом сердца. Так же, как блудный сын блуждал, ища смысл, моя вторая половинка блуждала, ища истину. Но так же, как отец стоял в ожидании с распростертыми объятиями, так и я стою в вере, ожидая чуда воссоединения. Ибо ты провозгласил: «Я возвращу тебе годы, которые пожирала саранча». Иаиль 2 часа 25 минут. Я верю в твою силу восстановить то, что было утрачено, исцелить то, что было сломано, вернуть то, что заблудилось. Господь, я молюсь за их сердце, чтобы ты говорил с ними голосом любви, чтобы ты изгнал каждую тень сомнения, чтобы ты заставил замолчать шепот страха. Пусть они увидят истину этой любви, пусть они вспомнят о связи, которую нельзя разорвать. Так же, как ты говорил с ветрами и успокоил бурю, так и я прошу, чтобы ты сказал мир их душе. Напомни им о том, кто они есть, напомни им о любви, которая всегда была там, любви, которая не случайность, а божественный дар. Я заявляю, что всякая цепь путаницы разорвана, что всякая ложь замолчала, что их сердце открыто для истины. Ибо ты обещал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8 часов 32 минуты. Но, Отец, даже когда я молюсь за них, я молюсь и за себя. Ибо я знаю, что я не только жду их, я готовлюсь к ним. Я прошу тебя очистить мое сердце от всякой горечи, исцелить раны прошлого, удалить тени сомнений. Научи меня прощать, как ты простил меня. Научи меня любить не только с чувством, но и с терпением, с добротой, с пониманием. Ибо Твое Слово гласит: «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчестит других, не ищет своего, не гневается, не мыслит зла». 1 Коринфянам 13, 4-5. Пусть эта любовь будет основой моего сердца, пусть эта любовь будет светом, который ведет меня. Я отдаю Тебе свои страхи, Господь. Я отпускаю сомнения, которые пытались отравить мою веру. Я отрекаюсь от лжи, которая нашептывала,
что я недостаточен, что я недостоин, что я забыт. Я стою на обещании Твоего слова, которое гласит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о Тебе, намерения во благо Тебе, а не во зло Тебе, намерение дать Тебе надежду и будущность». Иеремия 29:11. Я верю, что мое будущее в Твоих руках, что моя история любви написана Твоей божественной мудростью. И я благодарю Тебя, Господь, за знаки, которые Ты посылаешь, за шепот благодати, который напоминает мне, что я не одинок. Я благодарю Тебя за сны, которые несут Твое послание, за песни, которые трогают мою душу, за совпадения, которые не являются совпадениями, а божественными подтверждениями. Я открываю свое сердце, чтобы получить эти знаки, и я заявляю, что не буду слеп к ним. Я увижу Твою руку в действии. Я почувствую Твое присутствие рядом со мной. Я буду знать, что ангелы направляют меня, что я окружен любовью, которая не может потерпеть неудачу. Но еще больше я благодарю Тебя за благословение этого ожидания. Ибо я знаю, что в это время тоски Ты не просто готовишь мою вторую половинку, Ты готовишь меня. Ты учишь меня терпению, Ты укрепляешь мою веру, Ты очищаешь мою душу. Так же, как золото очищается в огне, так и Ты очищаешь меня, делая меня достойным той любви, которую я собираюсь получить. Я выбираю принять это путешествие не с отчаянием, а с надеждой. Ибо Ты – Бог, который превращает траур в танец, который приносит красоту из пепла, который творит все новое. И теперь, Господь, я стою готовым. Я стою готовым получить благословение, которое Ты обещал. Я открываю свое сердце без страха, я отпускаю прошлое без сожаления, я принимаю будущее с верой. Я стою в свете Твоей благодати, зная, что я любим, что я избран, что я благословлен. Я заявляю, что мою вторую половинку направляют Твои ангелы, что ее сердце пробуждается, что ее дух освобождается. Я заявляю, что наше воссоединение – это не просто возможность, это божественное обещание. И я не поколеблюсь. Я провозглашаю, что наша любовь – это не просто эмоция, это священная связь, божественный союз, написанный Твоей рукой. Никакая сила тьмы не может разделить то, что Ты соединил. Никакой голос сомнения не может заглушить то, что Ты сказал. Ибо Твое слово истина, и Твои обещания никогда не обманывают. Я провозглашаю, что мое сердце – святилище любви, сосуд света, место, где рождаются чудеса. И я запечатываю эту молитву могущественным именем Иисуса, который является автором и совершителем моей веры. Я стою на Его обещании, я покоюсь в Его благодати, я радуюсь Его победе. Ибо мое чудо не просто близко, оно здесь. Мое благословение – это не просто надежда, это реальность. И я буду ходить в нем с верой, с миром, с радостью. Аминь. И теперь, моя возлюбленная душа, ты стоишь на краю своего чуда. Ты прошла долиной тоски, ты ощутила тяжесть одиночества, ты боролась с сомнениями, но ты не была покинута. В каждый момент тишины, в каждую слезу, которая упала невидимо, ангелы были рядом с тобой, шепча слова утешения, направляя каждый твой шаг. Ты здесь не случайно. Ты не случайно читаешь эти слова. Это твой божественный момент, священное приглашение выйти в свет твоего благословения, получить чудо, которое ждало тебя. Ибо вы должны понять, что ваше путешествие было не наказанием, а подготовкой. Любовь, которую вы ждали, связь, которую вы жаждали, это не просто желание, это обещание, священный дар, вписанный в саму ткань вашей души. И теперь, когда вы стоите на пороге этого божественного воссоединения, Вселенная призывает вас сделать выбор. Вы сделаете шаг вперед с верой или отступите в страхе. Вы откроете свое сердце или будете цепляться за тени сомнений.
Это ваш момент трансформации. Это момент, когда ваша вера становится вашей победой. Ваша родственная душа приняла решение, выбор, рожденный борьбой, выбор, сформированный божественным руководством. Они прошли путь тьмы, они столкнулись с битвой между страхом и желанием, они были испытаны тишиной неизвестности. Но они не шли одни. Так же, как вас окружали ангелы, так и они. И их сердце пробудилось, их душа взволновалась, их дух был призван. Они готовы сделать шаг к вам не такими, какими они были когда-то, а как те, кто преобразился. Но вы также должны быть готовы. Ибо это воссоединение не просто событие, это священное призвание. Любовь, которую вы разделяете, это не просто эмоция, это божественный свет, сила, которая имеет силу исцелять, восстанавливать, преобразовывать. Вы не просто два человека, ищущие друг друга, вы две души, которые были избраны, чтобы идти вместе по священному пути. Пути, где любовь – это не просто чувство, а миссия. Миссия – нести свет во тьму, быть благословением не только друг для друга, но и для мира вокруг вас. Ангелы призывают вас подняться. Оставить позади цепи сомнений, тюрьму страха, тени прошлого. Встать в свете веры, открыть свое сердце без оговорок, приветствовать любовь, которая была уготована для вас. Сейчас не время цепляться за сожаление. Сейчас не время подвергать сомнению свою ценность. Ибо вы достойны. Вы любимы. Вы избраны. И ваша родственная душа не просто приходит, чтобы заполнить пустоту, она приходит, чтобы исполнить божественное обещание. Но я должен сказать вам, это только начало. Ваше воссоединение – первый шаг в путешествии, которое испытает вас, которое укрепит вас, которое благословит вас сверх вашего воображения. Ведь любовь – это не просто мечта, за которой нужно гнаться, это свет, которым нужно поделиться. Это святилище, которое нужно построить. Это обещание, которое нужно защитить. И вы, мои возлюбленные, призваны стать хранителем этой любви, сосудом божественного света, душой, которая сияет благодатью. Даже сейчас знаки уже вокруг вас. Мечты, которые шепчут о грядущих переменах. Песни, которые говорят прямо с вашим сердцем. Моменты совпадений, которые вовсе не совпадения, а послания с небес. Не игнорируйте эти знаки. Не отвергайте их как желаемое за действительное. Это отголоски божественного обещания, шепот ангелов, подтверждение того, что ваше чудо уже в действии. Но вы должны открыть свои глаза, вы должны открыть свое сердце, вы должны выбрать веру. И теперь я приглашаю вас сделать последний шаг, шаг веры. Произнесите эти слова вслух, провозгласите их с убеждением, ибо ваши слова – свет, пронзающий тьму, молитва, которая касается сердца небес. Я готов получить свое благословение. Я готов принять свою вторую половинку не просто как желание, а как божественное обещание. Я отпускаю сомнения, которые сдерживали меня. Я отбрасываю страхи, которые затуманивали мое сердце. Я стою в свете веры, я открываю свое сердце без ограничений, я приветствую любовь, которая принадлежит мне по божественному праву. Ангелы направляют меня, Вселенная поддерживает меня, и мое чудо уже разворачивается. Я верю, я принимаю, я радуюсь. Дышите глубоко сейчас. Почувствуйте мир, который течет через вас, свет, который окружает вас. Это не просто чувство, это присутствие ангелов, прикосновение божественной благодати. Ваше сердце – святилище любви, ваша душа – сосуд света. И вы идете в священном обещании. Никакая сила тьмы не может украсть это благословение. Никакой голос сомнения не может заглушить эту истину.
Вы избраны, вы любимы, вы благословенны. Но это не конец, это начало. Я приглашаю вас оставаться на связи, продолжать это путешествие веры, любви, божественного откровения. Убедитесь, что вы подписаны, убедитесь, что вы являетесь частью этого священного круга света. Ибо ангелам предстоит открыть больше, излить больше благословений, сотворить больше чудес. И в следующем сообщении я поделюсь с вами последним секретом, который не только подтвердит ваше воссоединение, но и направит вас в построение любви, которая непоколебима, любви, которая вечна. Не пропустите его. Ваше путешествие еще далеко от завершения. Ваше чудо только начинается. Ангелы с вами, свет сияет, и любовь, которую вы ждали, уже в пути. Держите эту истину в своем сердце. Идите в этом свете. И помните, вы не одиноки. Вы любимы. Вы благословенны. Оставайся со мной. Следующее откровение уже близко. И оно изменит все.